Знаете, как-то хочется, чтобы помимо работы оставалось ощущение какого-то удовольствия от Италии, просто от жизни. Поэтому иногда мне хочется начать ролик как-то необычно, типа как сегодня. Всем здравствуйте! Сегодня, 15 мая. Уже пора на море идти. Дубак на улице. Сегодня встал, 12 градусов тепла. Видите, как я одет? Сквозняки, дует, холодно. Вот солнце выйдет, еще как-то тепло. А так-то, холодно. Опять ночью дождь был. Ладно, видео не про погоду, видео про дом. Сегодня я хотел бы сделать опять обзор, но подробный. Ролик я рекомендую тем, кто хочет купить дом, кто занимается ремонтами. Я никого не учу, я вам просто рассказываю свой способ мышления, как для меня дом — это одна большая головоломка. Дом сам разделяется потом на какие-то маленькие головоломки. Каждую я по отдельности решаю, все связываю это в один дом, и по идее он должен работать. Поэтому я сегодня покажу, еще раз пройду. Я бы очень хотел, чтобы вы посмотрели люди, которые имеют дом, имеют проблемы в доме, которые хотят купить. В общем, не смотрите, не зацикливайтесь на саму проблему. Самое важное — способ мышления, способ видения этих проблем и решения их. То есть поэтому смотрите внимательно, желательно до конца. Иначе ничего не поймете. Мне-то ладно. Я уже привык, что у меня и просмотров мало было. Хотя, кстати, с каналом что-то странное происходит.
Мне кажется, что в том году вообще какой-то бан случайный получился. Кстати, в субботу опять приезжает подписчик. То же самое, что произошло у меня в том году. Приехал Паша, мы с ним погуляли 2 дня, я снял видео, и у меня как будто YouTube сломался. YouTube начал, не понимаю, что делать, и тогда вообще YouTube сильно поменялся у всех. И так у моих как бы конкурентов все шло вперед, а у меня все стояло на месте чуть ли не целый год почти. А сейчас что-то вроде двигается. Фу-фу-фу. Спасибо вам, спасибо новым подписчикам. YouTube стал рекомендовать мой канал немного шире. И это радует. Поэтому я хочу снять ролик, так сказать, еще больше, и пойти вам навстречу. Он вам очень пригодится, если вы меня правильно поймете. Неважно, что я сделал, еще раз повторяю. Неважно, как я эту решил проблему. Ну, в общем, если что непонятно, задавайте вопросы, я вам всегда отвечаю, даже вплоть до телеграма. Ну, если у вас там супер какие-то личные вопросы, ну, хоть какой-то донат дайте, потому что иногда приходится чуть ли не час времени терять на обсуждение чего-то. А так как всех много, то ладно, когда у тебя там 2-3 друга, с кем-то поболтал, какая проблема, никакой. В общем, идем смотреть. Хочу ответить еще на один комментарий, который недавно мне пришел. Ну и другим, наверное, будет интересно. То есть человек как-то так спросил, сколько стоит этот дом. Я сказал, что уже больше 110 тысяч или около 110 тысяч. Но это я вам объясняю, что это документы, которые обошлись хозяйке дорого. Она живет в другой стране, не знает итальянский. То есть там много всяких расходов было. Это ее проблема, ошиблась. Дай бог, чтобы вы не ошибались нигде. Плюс ремонт, плюс что-то она сама заказывала, окна какие-то там, чистка этой выгребной ямы. Тут были свои расходы везде. Мусор всякий тоже. Переводчица, которая занималась документами. В общем, вышло ей так где-то. И человек говорит, ну, за такие деньги можно купить и готовый дом. Я говорю, вы не купите готовый дом за такие деньги. Потому что дом не должен быть только дом. Его расположение, самое главное, где он находится, понимаете? Она говорит, вот есть канал за 25 тысяч, купили в Амбруццо и счастливы. Да сейчас они вам скажут, что они счастливы. Если счастливы они, это не значит, что буду счастлив я в этом Амбруццо. Там умирающие деревни, там далеко от цивилизации, понимаете, есть свои нюансы. Вы всегда должны задумываться, а почему этот дом никто не покупает и почему он так стоит дешево? Что в нем такое? С этой стороны подходить. Тогда это будет меньше шансов попасть в ловушку. Здесь продавал банк этот дом. Тоже многие не знают, опять же, новые зрители. Для вас все это объясняю. Он арестованный был, продавался с аукциона. И изначально, когда показывали все проблемы, не было их в начале столько проблем, сколько потом. 2 года отсюда выселяли людей, здесь жили после покупки, чтобы вы понимали. В каждом доме будут свои нюансы. В этом такие. Итак, хотелось бы начать мне с этого самого проблемного места. То есть почему? Потому что вся сырость шла именно отсюда, и по сей день она создает проблемы там. Что у нас здесь было? Здесь была просто купа мусора. Там была пристройка деревянная с крышей. Вот такая вот. Все это мы развалили. По низу стены здесь были вот такие дыры. Во-первых, мы переделали вот этот вот кусок, видите, с Марьяном. Почему? Потому что когда проверили наклон, все шло пока туда. Мало того, что здесь ничего не было заделано по краю, еще и пенденса, наклон шел туда. Здесь вообще стояла у них летняя такая душевая кабинка. Все здесь было разрушено, здесь была плитка, все за плитку затекало, все шло туда, понимаете? Годами просто была пропитана стена этой сыростью. Идем дальше. Здесь окно, вы понимаете, все это кто-то настроил. Здесь должен быть кусок
типа мрамора, соя называется. Здесь должен быть сгучаторы, что вода должна правильно стекать. Вот эту плитку налепили, она только ухудшает. Нельзя здесь такие плитки ставить, но во всяком случае не так. Здесь трещина затекает. Само окно, нету слива у него, оно все затекало вовнутрь, шло внутрь стены. Вы понимаете, насколько оно серьезно здесь все было загажено? И когда ты смотришь на это все, ты понимаешь, что это неправильно, это надо было все сломать, поставить новое окно, я не знаю, может быть наружу сюда, чтобы там был подоконник. Зачем этот подоконник здесь? Для сбора воды? Вот скажите мне. Теоретически, когда оно так делается, то здесь должна быть серанда, вот это вот, что открываются решетки. Но ее здесь нету. А поставить ее одну такую, вы думаете, она стоит дешево? Нет, чтобы новую заказать, она будет стоить денег. И все, что я по минимуму придумал, это этот козырек. И так это все останется. Ну хотя бы теперь вода туда не затекает. Это уже какой-то результат. Но теперь этой стене надо дать высохнуть опять. Я думал, в том году она высохнет. Ну я что, хожу, я вижу вот эти все мелочи. В общем, такая вот беда была. Плюс здесь что получилось? Здесь был фонарь, здесь была дырка. И я как-то оставил, думаю, мало ли, оставил курагат там, может захочет светосвет сделать. Когда я покрасил эту стену, а оно же все течет по ней, и оно затекало в эту дырку и текло внутрь стены, там, где сейчас у меня на кухне вот эта вот сырость и проблема. Именно в том месте, где кран. Вроде бы думаешь, труба течет. Нет, она не труба текла, она именно вот в этом месте, потому что я разбивал, все смотрел. В общем, да, такие чудеса. Здесь я уже, так как этот камень был внутри квартиры, Света говорит, мне не нравится, сними его. Ну, я его поставил сюда, как бы моя инициатива была, тем не менее он работает. Плюс напоминаю, что вот эта краска, она не водонепроницаемая, и она стекает себе туда и идет, то есть сложно дойти в воде туда. В общем, пенденцию мы исправили, слив сделали один там в углу, один там в углу. Ну и эту стену, да, надо что-то с ней сделать. Ну ладно, это уже такой этап следующий. Идем дальше. Напоминаю, вот эту крышу мы с Марьяном сделали. Ее не было вообще, просто деревянное покрытие. И сами понимаете, что при дожде происходило. До сих пор, видите, еще надо даже одну трещинку доделать силиконом там. Весь этот угол до сих пор мокрый. Внутри, внизу тоже непонятно, что происходит. Здесь поцетто, там газовое соединение трубы, там слив. Здесь тоже непонятно, что еще происходит, тоже ненормально. То есть в воде еще есть откуда затекать. Тут была плитка полуразбитая, это самое. Все это мы сняли и более-менее как-то выровняли, хоть чуть-чуть. Вот этого канала для слива не было. Большие ливни, все текло прямо сюда и все прямо на стену. Ну что интересно, с той стороны я не видел каких-то проблем затека, но все равно это ненормально. И не такие великие деньги было сделать этот слив. Почему я его сделал посередине? Потому что сама крыша, кривая, понимаете? И это была самая низкая точка. Угол. Не знаю, тоже моя идея, я его так окультурил. Получилось вроде ничего, многим понравилось. Что у нас получилось? Здесь более-менее вид стал. Хотелось бы это нижнюю часть, вот этот вот. Мы с Марьяном что-то мудрили. Видите, я здесь тоже сделал такой отлив от дома, потому что труба там, и воды много будет вытекать, чтобы она не текла в сторону дома. Я сделал такое вот со стяжки покрытие. И оно держится. У меня есть идея, может, Свете предложу,
сделать вот здесь вот весь такой этот пятачок возле дома. Может, получится. Итак, идем вовнутрь. Вот с той стороны, там, где этот шкаф, находится у нас такая беда здесь. Света хотела выкинуть эту плиту, пока я ее уговорил оставить. Но сегодня мне, или в следующий раз мне придется все это отремонтировать. Я уже имею какие-то планы на это все. Все это вам покажу, что я тут придумал. Теперь внимательно. Все вот эти колонны внизу, они были обрушены от влаги. И это было, казалось, очень странным. Мне все говорили, здесь нету гидроизоляции. Вот это все было разрушено, я показывал уже много раз. И также эти все уголки тоже надо вообще снять, ну хотя бы до половины. Еще тут у нас Марьян пришел. О, какие у нас тут красивые углы. Все говорили, здесь тянет с земли, все, здесь капец, здесь ничего не сделаешь. Но мне было странно. В разных местах я видел, что гидроизоляция есть в земле. Также и та вся стена, вот буквально вся, была в сырости, в плесени. Здесь, где сейчас стоит вот эта мебель, здесь была вообще двойная стена. Все было в сырости, в плесени. Вот это место, то, что я вам показал, где был светильник с той стороны, вот оно выходит здесь, понимаете? Это не трубы. Это не трубы делали проблемы, а с той стороны. Блин, вы представляете, было догадаться, что проблема не здесь. Нормальный человек бы разбивал здесь и искал утечку. Здесь Марьян делал, он не мог ошибиться. Здесь, видите, немного типа хотела выйти что-то типа плесени. Хотя эта стена, она вся была тоже забита камнем. То есть люди спасались от плесени. Я думаю, откуда здесь плесень? Что, снизу тянет? Не должно быть. Там была, кстати, дверь за холодильником. То есть проход. Мы его заделали кирпичом. Камин. Быстро по камину. Камин был вообще, здесь были дыры. Он не поднимался вверх. То есть не открывался, как сейчас. На улице дождь, а у нас камин. Questo bravo ragazzo ha pulito tutto. Guarda com'è dentro, bello. Guarda com'è bello questo ragazzo. Gira un po' la faccia. Bravo. Domani... Guarda, più o meno pulito. Sopra pulito. Наверху трубу почистил. Тут более-менее, тут еще куча всего надо чистить. Ну и напомню, вот такое здесь все творилось, где сейчас стоит кухня. Было все в ужасном состоянии. Делаю, вот это я не умею делать и все. Я не умею. Прямо беда. Ну как это рассоединить, блин? Твою мать. Надо мне разобраться с этим камином. Во-первых, он сначала вообще не открывался. То есть он открывался как-то вот так или что. Что-то он куда-то не доходил. Я уже не помню. Ну, в общем, он не поднимался так, как... Здесь мешала ему одна направляющая от гипсокартона. Сейчас он открывается, раньше не открывался. То есть он не опускался полностью вниз. А у меня иногда отсюда выходил дым. Видите, здесь черное. Я почему-то подозреваю, что он забитый наверху. И если я даже все подсоединю, всю систему, мне надо будет его запалить и проверить. А как я проверю, если я не уверен в той тяге? Во-вторых, он завоздушен. В общем, я не спец поэтому я уже 2 часа сидел, разбирался, как работают эти камины.
И думаю, что-то сделаю. Не боги же его делали, правильно? А люди. Так что разберусь. Лезу я на крышу. Долго снимать не получится, бо тут под 40 градусов телефон выключается на жаре. Так, показываю. Вот я снял. Ой, что здесь внутри, блин. Это свет, блин. Блин, все это надо чистить, наверное. Сука, оно мне надо. Блин. Видел, продаются специальные ёршики для этого чистить. Ну, а я что его куплю и завтра выкину? Идем посмотрим, что внизу. Что я могу сказать. Главное, блин, стены мне не засрало. Что там? Открываем. Что-то прочистил, да? Как оно там держалось, вот скажите. А красиво, не? Искал шайбу, а нашел вот что. Ничего себе, с амортизатором. Стекло я поменял. Насколько вы помните, оно было все треснутое. Ну, в общем, тоже это была большая проблема. Ладно, я пока о плесени. С той стороны балкон. Ладно, идемте подробно все-таки. Вот эта стена, она тоже, я ее отремонтировал, но она до последнего была мокрая, выходила плесень. Здесь была двойная стена, выходила тоже плесень. Я ничего не сделал, просто я отремонтировал стену, никаких двойных стен. Кто-то звонит. Весь этот балкон был срезанный, его не было. Это я все сам, не сам, с Юрой. Купил запчасти, опять же, вот эти стойки нашел по сконте, то есть по скидке, там что-то 10 палок или сколько было уцененные, а мне что? То есть там остатки были, я купил, сделал. Ну, осталось покрасить и, возможно, перила деревянное поставить. Лестница. Ну, все это было розовое, все было в плесени, было засрано. Света купила плохую краску. Она типа антимуф, а против плесени, но это не работает. Она была прозрачная, очень много рук надо было давать. Красил и компрессором, и валиком, и кисточкой. Здесь была вторая стена. Щиток был вообще просто никакой. Подключено все через задницу. Ну и наконец-то я созрел на эту коробку. Так я не хотел ее делать. И скажу вам так вот. Работал бы я в бригаде, было бы 5 человек. Ну никто бы не пошел это делать, потому что никому это не надо. И никто такие вещи не любит. Я вот хотел бы даже спросить, вообще кто-нибудь из вас бы вот взялся за такое переделать или привести в порядок?
И тем не менее, даже если вы скажете, да, я уверен, что вы до последнего будете оттягивать, только чтобы это не делать, и будете ждать, что может быть кто-то другой это сделает. Вам чуть поподробнее покажу эту коробку, потому что, ну, редко так бывает, чтобы такой ерундой заниматься. Ну и своеобразная такая работа. Я Свете сразу сказал, говорю, давай я тебе сделаю. Я говорю, мне не надо электрика, который я буду ему звонить, он то пришел, то не пришел, зона отдаленная. Сюда здесь никто не живет, чтобы можно было в любой момент зайти, знаете, это надо договариваться. Я говорю, это будет геморрой. Муж сказал, нет, электрик должен делать свою работу. А как ты можешь и стены штукатурить, и электрикой заниматься? Я говорю, ну вот так, ну я 3 года работал в Украине электриком. Я же не просто там книжку почитал и это самое. Мы полностью дома делали новую электрику. Полностью новая. Ну да, я не был там самым специалистом, но за 3 года я научился. И в Италии уже много делал, я знаю итальянские правила. Мне достаточно знаний, чтобы сделать это. Если я упираюсь в какой-то тупик сложный, я звоню итальянцу, он приходит, мне помогает делать. Даже за тот же сертификат. Окно тоже купили новое. Размера я не нашел в Leroy Merlin, заказывали у этого. Лестница. Я думал поставить деревянные какие-то. Это было бы тоже дорого, лишняя работа. Я подремонтировал так, как есть. Здесь, конечно, хотелось бы какую-то закрыть батископой. Но, опять же, напоминаю, все это лишние затраты, это не критично, со временем можно сделать. В общем, здесь так. Светильничек тоже повесил. Что я шел? На балкон показать. Здесь вон тоже даже было по ходу всяких мелочей. Вот здесь были отвалены эти плитки, отремонтировал. Плиточку надо ремонтировать. Окно купил я. Бэушное. Нашел чуть ли не за 50-100 евро, не помню. Хотя новое такое стоило бы хорошую сумму. Да, немного странно, как бы ручка должна была бы здесь быть, но это надо было бы на заказ сделать. Такой высоты нестандартное окно купить почти нереально. Вот именно оно должно быть дверь, а оно окно. Да хрен с ним, что я не могу нагнуться и открыть, не проблема. Так, что я там мост сегодня потравил. Все, нема? Ушли? Окей. Идем нафиг отсюда. Что у нас было здесь? Все было разрушено. Вся вода, весь дождь тек вниз под балкон. Все это текло на стены дома. Этой плиты не было. Дождь падал на эту стену, пропитывал ее. Это просто какой-то кошмар с точки зрения, знаете, строителей, то, что здесь сделали. Вот это основная штука. Еще она должна стоять правильно. Ну, немножко она узковатая. То есть, опять же, можно было взять шире, но это уже было бы опять дороже. Всегда я напоминаю, что я старался зайти в минимум по деньгам. То есть, здесь я низ прошел специально, я уже показывал много раз, такой типа резины. Сетку положили, видите, сеточка, все загнули, все работает. Единственное, что, но оно не может держать, понимаете, и не должно, не рассчитано, сетка, не сетка.
трещины появляются. Здесь все-таки надо положить было бы еще плитку. Я Свете говорю, но она созреет, думаю, скоро. Весь кайф в том, что крыша все-таки не течет. А это самое главное. Она более-менее нормальная. Ну, а эту я подремонтировал, видите, всякими такими латками. Ничего, работает. Там вокруг трубы тоже было все разрушено. Кастрюля сверху стоит. Ну, пусть стоит. Жалко кастрюлю только. И все. Здесь идем дальше. Затекала здесь вода еще. Просиликонил. В общем, либо все делаться должно по правилам, либо какие-то вот будут эти попандосы. А что я сделаю? Комната эта была более-менее нормальная, не было окна. Это первая комната, где я спал. Окно поставили. Кстати, с окном получилось западло. Нашел точно такой же размер, блин, в Фейсбуке. Звоню, пишу бабе, не отвечает и все. Ждал месяца 2-3, мне так обидно было. Ну, Света заказала новое. Здесь все это я окультурил, тоже здесь была разруха. Этот был соя нормально, здесь просиликонил, все работает, все замечательно. Кстати, можно оставить открытое, пусть будет. Я периодически еще и проветриваю это все. Выключатели, все светильники поменял, эти оставил, ну его нахер. Все, устал, надоело, они работают, выключатель работает. Единственное, что везде не хватает изначально вот этих вот крышек. Она тоже дорогая, особенно от этой марки. Двери. Света говорит, что ей второй этаж, блин, этот фактически и не нужен. О, вот это твари здесь всяких. И что, я его сейчас убью, а он это самое стену запачкает. Идем дальше. Включаем свет. Все это я повесил. Балкончик, видели, сделал. Что интересно, Света говорит, я за кошку переживаю. Она хочет приехать с кошкой. Она хочет приехать с кошкой, чтобы кошка не гэпнулась. Да и в конце концов было небезопасно. Я тоже не знал как. Она купила этот балкон. Понимаете? Продали какой-то полуфабрикат. Его невозможно было так. Раз собрал и поставил. То есть вот эти были секции только по метру. И эти секции должны были между собой соединяться столбиком. Окей, соединить столбиком. Но если я его только прикреплю туда, он же будет шататься, правильно? Тем более деревянный. Либо они должны быть толстые бруски, тогда будет какой-то крепеж, либо крепить было каждую стойку к этому. Я поставил сюда железную, купил, здесь закрепил в одном месте посередине, чтобы она удерживала. Все, мертво. Супер. Я вам говорю, что я эти все идеи сидел месяцами, знаете, что-то делаешь, да как это сделать, ничего не приходит в голову. Ну, покрасить Света может сама покрасить, она художник, красить любит. Идем дальше. Вот эти странные переходы двери. Свет тоже где работал, где не работал, сейчас работает. Чего не работает? Не понял. Это работает, а это что не работает? Это работает. В чем еще один маразм? Зачем вот эти вот... Здесь свет, там включить, тут включить. Вот это огромное количество выключателей, которые ты потом даже забываешь, где какой работает. Ну и еще одно такое маленькое помещение, где Света держит свое барахлишко. Тоже эта стена была вся разрушена. Все тоже было завалено мусором, коробками, книжками. Ну, новым зрителям рекомендую, смотрите предыдущие серии, так более-менее все будет вам понятно. Все было разрушено, мы это отремонтировали. Шпаклевал Марьян.
Здесь тоже бы надо было бы поставить эти такие же алюминиевые закрытия такое, либо шпаклевать. Все, у меня терпение кончилось, пока так. Осы нигде тут ничего не сделали, еще не. Все, идем дальше. Здесь Света свое барахлишко держит. Здесь окно было заклеено, видите, до сих пор. Пусть сама приходит и чистит. Оно открывается, работает, не протекает. Хотя здесь все было черное, странные потеки. Ну, может, нет, это старый потек. Я сверху все подремонтировал. Все чики-пуки. То есть, видите, никаких затеков с крыши, ничего нету. Все отлично. Вот это меня больше всего радует. Что у нас там? Там у нас сосед. Я не вижу, а вы можете посмотреть. Окей. Это закрываем. Блин, потому что знаете, в чем проблема? Все время бегать это на место ставить. Шкаф остался. И помню самую первую фотографию, которую мне свет выключу. Это, видите, я понимаю, стрёмно для этого места, для такого ремонта это нормально. Оно даже дает какой-то по-своему дизайн. А так вообще не видно. Здесь душевая кабина в каком-то таком состоянии. Я уже делал обзор, но сегодня я хочу вам показать, что здесь было и какая была проблема. Это помещение, это была первая фотография, что мне выслала Света. Здесь все было черное от такой черной плесени. Но эта плесень, она не внутренняя от стен. И вот здесь часто люди не понимают, стены в плесени. Плесень была от, видите, одно окно, и не факт, что его открывали вообще. Помещение задохнулось влажности, если постоянно кто-то здесь моется, постоянная влага, уйти ей некуда, если никто не проветривает. И все почернело, это элементарно. Да, можно было бы сделать одно вентиляционное отверстие, и оно бы спасло эту комнатку. Но, если сейчас никто здесь не моется, периодически проветривается, прошел год, что-то черное нет. Но люди боятся таких домов именно этой плесени, а оно же в следующий раз будет. И, кстати, еще один момент. Крашу я эту плесень просто сверху, а мне говорят, а почему вы не обработали? А почему вы ее не сняли? Она же вылезет опять. Плесень выходит, та, что внутри стены живет, внутри грибница, когда идет. Вот эта черная плесень, которая образуется от того, что задыхается комната, много сырости и влаги, она поверхностная, она не идет вглубь стены. И эту плесень можно либо смыть, либо закрасить. Она не вылезет сверху. Если та же черная плесень появится, это уже новый гриб, который вот этот сверху будет расти. А тот так и там умрет. Так оно работает. Оставляем открыто. Все это я тоже электрику разбирал, она ни черта не работала, что-то менял здесь. Вот оно тоже работает. Одно маленькое помещение, здесь свет, там свет. Кстати, какие-то опять там гнезда, блин, вы видите, какое здесь экологически чистое место. Очень любят тут все жить. Именно внутри дома. Внутри дома, блин, идите на улицу, делайте гнезда. Нет, им нравится тут. Ну вот, душ при свете, свете. И Света хозяйка,
И все при свете. Вот эту, я же тоже притащил с дома эту штучку. Хотел как-то ее сюда примудрить. Ну да, видите, хорошо, что свет включил, вспомнил. Ну что, это можно срезать все болгаркой, зачистить. Ну блин, кто мне это будет платить? Ну Света сказала, кстати, что-то заплатит мне. Так что, может, и сделаю это. Ну нахера мне это играться бесплатно, правильно? И так уже бесплатно принес эту штуку. И, кстати, эту тоже где-то с дома. У меня есть запасная. Точно, надо еще и здесь поменять, бо это вообще стрёмно. Есть у меня одна. Вот что тоже и не люблю выкидывать, понимаете, нормальный душ. Бывает человек, вот заржавела у Андрея вот эта штука, он купил весь комплект, но это-то была нормальная, и она осталась. Вот оттуда можно сюда поставить. Так вот можно экономить нам, строителям. Нам, строителям, если ты не выкидываешь все подряд. Вот это все тоже было черное, чернющее. Окей, с этим нормально. Видите, здесь у них телевизор стоял. Что они тут делали на этом балконе, фиг его знает. Блин, нет, это все для той комнаты. Ну, тоже я не смог разобраться с этим выключателем. Там что-то вообще непонятно. А тратить большое количество времени здесь работает. И здесь работает, уже хорошо. Так, здесь вам все объяснил. Подробно. Видите, как долго и непросто. Бежим дальше. Бежим дальше. Сырость. Все вот это. Опять же. Быстро выбегу на улицу. Пока я вам объяснял за балкон. Кстати, я его вчера покрасил уже. Просто, я вам говорю, что, чтобы сэкономить, я просто психанул. И вот как было все, вот так вот взял и закрасил. Уже лучше. Даже потолок закрасил. Железяки надо пройти каким-то, сами понимаете, чем. Может быть, Света и сама сделает. Здесь была щель, дыра, тоже это заделал. Уже не открывается это. Все, что протекало вот это сверху, балкон, все текло сюда. Все текло по этой стене. Сейчас покажу с той стороны, как оно влияло на внутреннюю часть дома. Я Свете говорю, надо ремонтировать балкон. Нахер мне этот балкон? Зачем мне этот балкон? Я говорю, если ты не отремонтируешь, у тебя же стена в доме будет мокрая. Вы понимаете, как оно все тянет? И как человек, вроде бы не глупая, а ей сложно было это понять. Не хотелось деньги влаживать. Все, ничего не течет. Особенно, когда сейчас покрашено, можно будет четко контролировать. Но я даю гарантию, что не течет. Текло у меня только... И то я окно с той стороны засиликонил. Там угол был. Вот это тоже валялось тут. Могла бы валяться. Просто психанул, сделал. Все работает, работает. Покрасить потом можно будет. Иметь эти все мелочи. Это все по ходу. Ничего не течет. Все нормально. Тихо, тихо. Не нервничай. Вот так вот. Так, пока я на улице. Здесь просто были большие, огромные дыры. И как-то надо закрыть эту дырку, чтобы все не попадало туда. Чем же я закрою-то? Тряпок насовать, что ли. В общем, ничего я умнее не придумал. Напхать туда тряпок. Наконец-то я могу закрыть эту яму. В общем, предварительно вот так чуть-чуть зафиксировал, чтобы они более-менее на одной линии по одному уровню были. Разрушенные, я это все поменял. Здесь у нас счетчик, а там у нас слив, Позzetto называется. Как бы
яма для прочищения. Если какая-то тряпка оттуда вылетела, она не пойдет в трубу, а можно ее отсюда достать и почистить будет. Но была проблема, сейчас покажу, в ванной комнате. Там было джакузи. И мне пришлось сделать отдельную трубу вот сюда вот. Там было несложно, но зато 100%. Потому что сейчас покажу очень большую проблему. По-моему, создавала та ванная комната в плане сырости. Идем дальше. Марьян мне сделал гантельку, то есть штангу, чтобы я тут не расслаблялся. Конь. Конь мой талисман. Кто не знает, новые зрители. И вот эта стена уже с той стороны под балконом, что я показывал, она была сырая. Вот из-за того балкона здесь была куча плесени. Я неоднократно это все ремонтировал потихоньку. Она вылазила. Все, последние полгода, даже после зимы, ничего не вылезло. Единственное, что вот здесь вот немного было, то, что я говорю, что дверь на балкон, было мокро. Вот это я засиликонил. То есть постоянно надо контролировать, где что, какой-то этот самый остаток остался. Здесь, смотрите, как странно и непонятно часть дома сделана почему-то вот таким. То ли там подняли, то ли тут опустили. Мне почему-то кажется, что здесь этот дом затапливался. То ли, знаете, люди уехали, и что-то случилось тут. И вода поднялась как-то вот так вот. Потому что все вот эти деревяшки внутри, ну, на чем дверь держится, контрталаи, они были вот настолько сгнившие и мокрые. То есть как будто постоянно была какая-то сырость оттуда. То есть я все время пытался понять, что происходит. Вот здесь вся стена была сырая. Мне все опять же писали, снизу нету гидроизоляции, все, этому дому капец. Прошел год. Вышло хоть что-нибудь? Нет. Но, окей, закончим с этой ванной. Здесь было джакузи. И я сделал слив, вот этот слив, вывел вот сюда вот и вывел на улицу. Раньше он шел через этот стакан, но здесь я показывал, там есть целый отдельный ролик, в чем была проблема. Странно, в этой трубе стояла под самый жвак, как бы вам объяснить. Когда я сюда пришел, было джакузи. Слив не работал, то есть я хотел слить воду, все шло через, забито было. Хотя что там забитого быть? Ну да, мы тут с Марьяном полдня чистили всю систему по всему дому. И в этом сливе для джакузи просто стояла вода, хотя она должна была уйти. То есть что-то было неправильно с наклоном. И я не хотел рисковать, я нашел таки, что оно уходило в соединении даже вот этой вот курвы, оно уходило под пол. И, по-моему, даже сверху той гидроизоляции. То есть вполне возможно, что постепенно эта вода рассасывалась под полом и давала все эти проблемы. В унитазе отдельная фигня тоже. Там есть такая резинка, которая должна плотно входить в трубу. Она вся была разболтанная, сухая. Поменял. Дальше. Здесь все было черное, желтое. Все это было пипец какое. Этого не было, поставил я. Пусть не того цвета, но зато такая. Осталось чуть-чуть подкрасить. Покрасил своими хитрыми способами. Заштукатурил. Все держится. Тоже уже полгода прошло. Ничего не вылазит. Хотя можно было побояться и сказать, тоже влага, тоже тянет откуда-то. Ну, краны мы поменяли, там, где протекало. Здесь подсоединили стиралку таким способом. Да хрен с ним. Главное, оно получилось просто, и оно все работает. Эти, да, желательно бы поменять. Пластмассовые, красивые.
Опять же, эти дешевые стоят 3-5 евро максимум, а те уже 15. И пусть пока так будет. Здесь зеркало было разбитое, убогое. Были два старых светильника, снял, поменял. Здесь все это было вырвано просто, с мясом. Здесь, видите, менял вот эту плитку, игрался. Здесь был другой кран, другого типа. Сделал такие заглушки. Здесь то же самое. Все эти мелочи съели у меня полжизни. Кстати, чтобы вы не спрашивали, а что оно синее, оно будет такое. Короче, вы поняли, да? Термосифон был гнилой, с Марьяном поменяли. Кран поменяли. Просто был здесь бронзовый, антикварный, но весь уже вырванный. Кассету я эту оставил. Все работает, что бы не. Ну, это я вам показывал, что поменял. Все работает. Как часики. И понимаете, что скажу вам? Запомнился мне один комментарий. Мужик мне пишет, когда мы установили этот кран, да, что-то там, здесь очень важно, здесь есть эксцентрик, который регулирует его лево-право. Но если ты немножко как-то там сбраковал, ошибся, возможно, он не станет идеально ровным. Да, чтобы переделать там можно, но это опять куча проблем. Но я вам объясняю, при таком количестве проблем здесь, вот эта фигня, она уже вообще, блин, кажется, на которую можно закрыть глаза. Но человек говорит, а я заметил, что там на 2 миллиметра он неровно стоит, этот кран. Это не тот дом, который требует таких ровностей, понимаете? И чем мне нравился этот дом и работать со Светой, что все просто. На что-то можно закрыть глаза. Она не придирается. И это нормально, и это правильно. Вот скажите, вот это старое было. Я ничего с этим не делал, оно такое было. Я не знаю почему. Здесь можно найти вещей, которых, видите, это я просто замазал по минимуму. Да, надо же было оторвать эту, поставить новую. А так что? Кто-то это видит. Поймите, вы в процессе жизни потом, вы неделю это будете видеть, через неделю вы забудете, не будете смотреть ни на те миллиметры, ни на что, вы будете просто жить. Вот и все. Идем дальше. Ну, здесь комната просто уникальная. Здесь был второй этаж. Начинался он вот так вот уже. Все здесь было деревянное. И люди спали и сверху, наверное, и снизу. То есть здесь были балки, вмонтированные в стену. Все это мы срезали. Оказалось, что очень непросто было снять это покрытие, которое сверху еще и линолеумом было приклеено. Шурупы не выкручивались, линолеум не снимался. В общем, это было что-то с чем-то. А Света говорит, ты мне еще сбереги эти доски. А что их сберегать? Они с линолеумом вместе. В общем, херня полная. Окна здесь не было. Кстати, проветрить надо. Это я в Лерой Мерлене купил по дешевке. Решетки не было. И тоже люди мне писали. Тюрьму сделал, блин. Ну, я вам так скажу, что в Риме, в Италии, в Риме таких решеток, я не знаю, может 50% Италии. Скажите, это опять же тот же дом, где я должен поставить что-то супер красивое? Здесь еще до этого вот так вот работы. Так что давайте поставим, просто чтобы я спал спокойно и никто сюда не залез. Мало ли кто придет и свою физиономию сюда всунет. Я хоть знаю, что решетка. Можно спилить, да. Ну, пока он будет пилить, я найду способ, как с ним бороться, с этим грабителем. А, нет, пусть открыто будет. Все, пошли дальше. То есть, возвращаемся к плесени.
Все здесь тоже было, стена сырая, двери здесь не было. Вот это Света купила 3 двери, я ее поставил. Тоже, видите, игрался. Это не стандартная мостра. Это все надо было выпиливать. И вот так. Здесь то же самое. Что там за пятнышко? Надо было подкрасить, забыл. Ну и здесь просиликонить можно, видите. Но это тоже такие нюансы, мелочи. Еще раз говорю. Здесь вся коробка, это было что-то с чем-то. Это я уже сам придумал вот эту вот, просто с фанерки прикрепил. И все было разрушено. По идее, каждый электрик бы это не восстанавливал, то, что здесь творилось. Если я найду, еще раз покажу. Все работает, нет никакой сырости. Идем дальше. Что у нас тут? Тут у нас было просто замечательно. Все стены расписаны свечками, прожженные потолки. Здесь был какой-то ад. Кто-то здесь, по-моему, духов вызывал, когда уходил. Стена была зашита гипсокартоном. Типа боролись с плесенью. Опять же, за этой стеной у нас та ванная. Откуда сырость шла, до сих пор не понимаю. Полгода прошло, здесь вообще идеально, даже не пахнет никакой плесенью. То есть, говорю, что самая проблемная та места, с которой я начал ролик. И здесь я тоже провел определенные мероприятия. Во-первых, я разбил этот непонятный угол. Здесь было странный какой-то накопитель сырости и влаги. Но я не знаю, насколько туда попадало. В всяком случае, я вижу, сейчас моя штука работает. Все это внизу, видите, еще осталась вот эта резина. Все это я хорошенечко добросовестно прошелся. И пока я это проходил, вот я нашел то, что здесь действительно вот так вот на 50 сантиметров гуайна. То есть вот это вот толь. Гидроизоляция. Тот, кто строил дом, он продумал это. Именно поэтому я боролся уже только с какими-то явными дырами. Вот этой трубы не было. Оно текло вот просто оттуда прямо на угол. Просто на угол текло. Я кое-как спасался там старой, потом уже вот купил новую, поставил. И она стекает сюда и уходит дальше по трубе. Внизу есть труба. То есть дом сделан как-то странно добросовестно изначально. Просто те, которые поселились в нем потом, они запустили его. И вот это странно и непонятно. Здесь надо еще, наверное, тоже огородиться от будущих соседей. Я вам тоже сказал, что этот дом купили за 60 тысяч. Надо здесь тоже сетку поставить какую-то. Но опять же, сетку поставлю, ее точно ветром сдует. Надо сначала что-то типа вот такой сетки, понимаете? А потом уже закрывать, ну, такое, чтобы меньше видно было. Все эти деревья я обрезал, потому что, знаете что, оттуда бы шло солнце. И когда оно, видите, оно бы должно падать на угол дома и сушить дом. И что вы думаете, это все? Нет, не все. Двери тоже не было, буквально пару дней назад закончил наличник и все такое. Осталось, ну, вот ту маленькую батископу, которую я оторвал, она не вмещалась у меня, надо поставить на место. Ладно, покажу быстро эту комнату. Здесь тоже был гипсокартон. Я что-то уже этот даже и не снял. Думаю, хрен с ним, пусть стоит. Здесь только надо декоративную планочку поставить. Окно бэушное купил. Это окно в Leroy Merlin купил. И здесь, да, здесь была тоже беда, потому что, говорю, что все затекало вот оттуда вовнутрь дома. Как-то я это поборол, но здесь это тоже, это я сейчас открыл окно, а так-то это вот, задыхается стена. Что-то в ней осталось, но это такая мелочь, что просто периодически подкрашивать, и оно высохнет. Опять же, важно жить здесь.
Никакой плесени, ничего больше ниоткуда не выходит. И что я еще боялся, почему я Свете порекомендовал снять старый поддон, который здесь был маленький, и поставить что-то здесь новое. Потому что я думаю, что оно тоже здесь протекало в этой душевой кабине, в старой, убогой. Потому что протекало везде. И там протекало, и там протекало. И куда оно все пойдет? Потихоньку будет рассасываться по полу, по стене. И скорее всего, что оно давало на эту стену влагу отсюда. Даже в салоне было понятно, что откуда-то она идет. И скажу вам, любой мастер сказал бы на 90%, что здесь проблема с гидроизоляцией и влага поступает снизу. Я не говорю, что я гений. Но мне очень надо было много думать, продумывать, что-то здесь было не так. И все, да, это просто методом эксперимента, да, я отремонтировал. Почему я говорю, что если оно у вас в муфе не отремонтировано, вы ни черта не поймете. Надо отремонтировать, покрасить, а потом следить за стеной, выходит что-то или не выходит. Если ничего не появляется, здесь ноль, то что это было? Я сначала, знаете, что думал на этой стене сделать? Думаю, ну если там она такая сырая, что в салоне, что здесь? Думаю, пущу я здесь провод, такой, как он называется, что он слегка нагревается такой, он странный, блин, как я потом найду, покажу этот провод. Пустить его внутрь стены, он много электроэнергии не жрет, и как отопление будет. Кстати, да, тоже была бы неплохая идея, даже в плане просто отопления. И подсушки каких-то стен. Кстати, там тоже можно было поставить. Лишняя работа, опять же, за это надо платить. Это лишняя сложность для дома. Еще одна какая-то система. Но в крайнем случае, я думаю, что кто-то пишите, кто-то делал так. Это нестандартная идея, но мне кажется, ее можно использовать в сырых или холодных стенах. То есть как коврики, знаете, с подогревом пол, также можно и на стену это повесить. То ли коврик, то ли просто дешевый провод пустить по стене в штукатурку. Что я хотел сказать еще? На всякий случай, если вдруг у кого-то действительно тянет стена влагу, ну, я надеюсь, что все понимают, чтобы она не тянула на стяжку, на фундамент, надо постелить что-то водонепроницаемое, чтобы влага снизу не поднималась на стену. Но если это как-то что-то сломалось, не поставили, конечно, странно, что так не поставить, вряд ли кто ж так строит. Но если так случилось, то делают дырки через каждые там 10-15 сантиметров в стене насквозь. Запускают там такие тюбики, есть специальный такой материал в каждую дырку. Он пропитывает вот этот слой нижний, делает водонепроницаемым. И та вода, которая поднимается снизу, она здесь блокируется. Все, она дальше не пойдет. То есть как спасение такое придумали. То есть это тоже не критично. Есть выход из ситуации. Да, придется там потратиться, оно немного стоит все на эту работу. Но выход есть. Это не значит, что, как мне пишут, развалить дом или все и построить по новой. Надо до конца бороться. Это все ест. Что ты думаешь, озабоченная? Такой ролик получился. Здесь опять дождь. Сегодня я сделал более такой подробный обзор. Надеюсь, вы не забыли поставить лайки для поддержки канала. Комментарии хоть какие-то пишите. Возможно, какие-то советы. Иногда говорю, что вы мне тоже очень помогаете. Новые зрители, я знаю, у меня появляются. Подписывайтесь, не забывайте. Видео у меня будут разные. Следующий ролик будет, ну, сам процесс работы какой-то там по частям.
Потому что зрителей у меня много, и одним нравится все, другим прогулки по Риму, которые редко все-таки были и будут. Но кому-то просто недвижимость, кому-то мелкий процесс работы. В общем, стараюсь угодить всем. Благодарю за просмотры, за лайки, особенно те, кто досмотрели до конца. Пока.